Это видео с упражнениями или видео с заданием. Я приглашаю тебя создать две новые анимации, используя прыгающий мяч и этот объект паркура. Идея состоит в том, чтобы запустить прыгающий мяч на поверхность. Я сделал две версии анимации, одну с очень тяжелым прыгающим шаром, похожим на шар для боулинга, который ударится о поверхность и почти остановится, а затем будет катиться. И вторая анимация с более мягким и легким прыгающим мячом, который будет просто подпрыгивать, пока не остановится. Ты можешь найти эти две анимации в библиотеке действий. Я объясню тебе прямо сейчас ключевой компонент этих анимаций, и в следующем видео я покажу, как я создаю эти две анимации. Это точно такой же рабочий процесс, как и в предыдущей анимации. А я просто удвою скорость видео, чтобы ты мог использовать Walkplayer, например, чтобы замедлить видео на 50% и получить его в режиме реального времени, если тебе нужно. В анимации Squash и Bouncing Ball вместо перемещения контроллера экрана, чтобы задать ориентацию мячу. Вы также можете повернуть его корневой контроллер и использовать контроллер Squash and Stretch только для того, чтобы сжимать и растягивать мяч в данный момент. Так только по их оси Z. Что тебе нужно будет проверить во время полировки, так это амплитуду кривой сжатия и растяжения. По мере того, как ты будешь спускаться по паркуру, мяч будет терять энергию. И поэтому сквош и растяжка будут становиться все более и более тонкими по мере того, как ты дойдешь до конца анимации. Значит, твоя кривая должна потерять амплитуду. Для анимации тяжелого мяча я вообще не использовал сквош и растяжку. Чтобы мяч казался тяжелым, я использовал очень тонкие подпрыгивания и очень короткие подпрыгивания. Ключевой момент здесь в том, чтобы убрать сквош и растянуть, или сделать его очень тонким, и сделать отскок очень маленьким, и вы получите это ощущение веса мяча. Вторая очень важная вещь, на которую следует обратить внимание в этой анимации, это расстояние между мячами. Оно становится все больше и больше по мере того, как мяч падает к первой поверхности. Из-за своего веса мяч почти останавливается, когда он ударяется о поверхность, так как мы находимся под углом около 90 градусов, а затем мяч ускоряется, пока не коснется земли. А затем он будет медленно терять скорость, как только анимация продолжится, пока он не остановится. Чем больше времени потребуется, чтобы остановиться, тем тяжелее это будет ощущаться. Теперь у тебя есть все инструкции по созданию этой анимации. Следующее видео – это промежуток времени, когда я создаю эти две анимации, а затем мы начнем работать над нашей первой анимацией персонажа.